Я приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Олегович Комаровский прямо сейчас со мной на связи. Евгений Олегович, здравствуйте. Приветствую, Александр, приветствую всех, кому мы интересны. Слава Украине! Да, героям слава. Евгений Олегович, Путин привился от гриппа. Видимо, смотрит ваши видео и ваши советы, но только сделал это, когда от него ждали другого. Объяснение, что ж он поотменял все свои встречи с бизнесом, игру в хоккей на Красной площади, обращение, послание к парламентам. Видимо, дела там совсем плохи. Да я, если честно, вот вы когда произносите фразу, когда все от него ждали, вы действительно от него что-то ждали, Александр? Вот я, например, от него вообще уже ничего не жду. Только, может быть, трансформации, радикальные трансформации, да, несмотря на мою максимально гуманистическую специальность, вот, я, тем не менее, не жду от него никаких докладов. Он проявил, что ни одному его слову верить нельзя. Поэтому все, что он скажет, мы же сами с вами понимаем, все это выходит за рамки логики и здравого смысла. Кстати, те, кто действительно смотрит доктора Комаровского, исходят из логики и здравого смысла. Кстати, если бы логика и здравый смысл присутствовали, то на рынке России присутствовали бы и вакцины от гриппа, сертифицированные всем миром, а не только российским Минздравом. Понятно? То есть доступ должен быть к рынку нормальных вакцин, коих там пока нет. Да, но это, кстати, еще более возникают вопросы, а чем же укололся Путин-то от гриппа? И, собственно, своим или чужим? Мне нравится этот подход. Мне не нравится этот подход, я вам сразу скажу. Понимаете почему? Потому что я реально хочу знать, какую прививку от гриппа сделали Владимиру Александровичу. Я реально хочу. Мы идем сейчас с вами не в правильном направлении, понимаете? Привился Путин или нет, мне, извините, наплевать просто с высокой колокольни. Я хочу знать, в ситуации, когда я уже 3 месяца рассказываю о том, что потенциально тяжелейший грипп идет. На сегодня, вчера была буквально страшная статья о том, что в Канаде количество госпитализированных детей в 5 раз больше по поводу гриппа, чем в любой год за предыдущие 20 лет. Понимаете? Просто очень тяжелый грипп идет. И я говорил об этом чуть ли не с сентября, о том, что, ладно, нет в Украине вакцины. Вот я первый раз за 22 года, не привит от гриппа. Потому что у меня нет доступа к вакцине, негде мне ее взять. Вот просто элементарно, понимаете? Ладно, бог с ним, я-то ладно. Без меня страна проживет. Но простите, пожалуйста, мы защитили высшее военное и политическое руководство страны. Я просто хочу знать, не имеет права ни президент, ни ни главнокомандующий, ни премьер-министр вдруг оказаться на 2 недели на койке и рисковать своей жизнью. Они должны были быть защищены. Я бы сравнил бы вакцину нашего президента и, ладно, скажите мне, чем этот барбос привился. Я тогда обсужу это. Вот тогда. А сам факт, меня это удивляет, мне это грустно. Я вообще не понимаю. Потому что такое впечатление, что, знаете, если война уносит тысячи жизней, то вроде как сотни жизней уже перестают играть значение. Если в лесу водятся медведи, так можно забыть про змей? И так далее. У меня отношение именно такое. А что за грипп? Ситуация, извините, Саш, я скажу, что в мире произошла очень серьезная. Эти 2 года безумного карантина человечество будет расхлебывать. И еще будет огромный вопрос в том, мы больше спасли людей карантином или убили. Потому что карантин, отсутствие общения детей между собой, миллиарды тонн дезинфицирующих средств, налитых где только можно, внесли такой вклад в развитие устойчивых к антибиотикам бактерий. Огромная невозможность детей общаться друг с другом, невозможность обмениваться бактериями полностью нарушила привычный ход циркуляции вирусов и бактерий. И на сегодня мы имеем тяжелейший подъем так называемой РС-инфекции, которая распространяется и забиты просто госпиталя в США. Сейчас пошел подъем заболеваемости гриппом, о котором мы уже с вами сказали.
Тяжелейшая ситуация со стрептококковой инфекцией. Около 20 детей умерли от скарлатины, ангины, генерализованного стрептококкового септиса в Великобритании только за последний месяц. Нехватка антибиотика в Великобритании. Реально, мне пишут люди, проблемы, понимаете? Вот и это все потому, что, дети не общались 2 года. Вот сколько проблем. А просто такое впечатление, что все эти РС-вирусы, коронавирусы, грипп и стрептококк, они Украину обходят стороной. У нас одна проблема, понимаете? У нас действительно такая проблема, что на ее фоне все эти РС-вирусы меркнут. Но, извините, пожалуйста, детей мы должны и от этого тоже защищать. И от стрептококка в том числе. Да, Евгений Олегович, а правда какая-то странная история. Детей болеет больше, чем взрослых. И дети тяжелее переносят эту волну, да, зимних болезней. Почему? У меня нет такой честно вам скажу, статистики, что именно дети болеют тяжелее взрослых. То есть я не готов сравнивать детей с взрослыми, но то, что многие люди болеют вирусными инфекциями очень тяжело, это однозначно. А почему это так важно относительно применительно к детям? Дети имеют формирующийся иммунитет. Для того, чтобы иммунитет нормально формировался, он должен работать. В чем суть работы иммунной системы ребенка? Он контактирует постоянно с кучей бактерий и вирусов, тренируя себя, да, как он это делает. Первое, грязь. Естественно, природная грязь. Да. И второе, люди, с которыми он общается. Дети сидят по домам, смотрят, 2 года дети просидели по домам, а какая там грязь? Сейчас дети не гуляют на улице, сейчас дети играются в смартфонах, понимаете, глобальная проблема. А тут они вынуждены иногда общаться с детьми, которых они раньше никогда в жизни не видели. Сейчас дети объединяются по принципу ближайшего бомбоубежища, сплошь и рядом, понимаете? Все, продолжают встречать. То есть, если ребенок встречается с себе подобными раз там в месяц, то каждая такая встреча – это новая инфекция. А организм не тренированный иммунно. Вот и возникает куча проблем. Это все огромные проблемы, вне всякого сомнения. Вот сейчас, наверное, найдутся люди в комментариях, которые напишут: понятно. А вот как доктор Комаровский раньше, в период карантинный, всех призывал, скажем так, мерами. К чему? Мерами карантинными, скажем так, пользоваться. Сейчас мы же говорили, поборники вакцинации и неверующие в коронавирус, о том, что погодите-ка, это плохо всех запирать дома, и нужно саботировать это все. А вот теперь и доктор Комаровский. А доктор Комаровский говорил о том, что карантин по-украински – это совершенно уникальный карантин, когда школы закрыты, а метро открыто. Таких карантинов не бывает, когда запрещаются встречи людей, когда в парке ребенком гулять, понимаете? Это не карантин, это дебилизм чистой воды, понимаете? Это профанация. Почему? Потому что Европа ввела карантин, и нам надо было ввести, чтобы быть не хуже других. Понимаете все? Да, есть страны, которым, по большому счету, мнение Европы не указ, у которых Минздрав обладает авторитетом, властью, и Минздрав определяет тактику действий. Это не политическое решение, а медицинское. И по такому пути пошла, например, та же там Швеция, к примеру, да, и так далее. А мы пошли по интересному пути. Мы стали как Европа, но наш карантин был очень условный. Потому что одну маску человек использовал месяц, носил ее в кармане, надевал перед входом в магазин, снимал после выхода из магазина. А что, не так разве было? Не такой. Так вот, карантин должен быть либо китайский, либо шведский. Других вариантов не бывает. А карантин украинский – это специфический карантин. Показуха. Чистая показуха. Когда всем говорят: да, товарищи, мы все, это кому говорят? Европе говорят, чтобы дали вакцину нам, например, понимаете, тот же Pfizer. Нам бы сказали бы: вы же никакие правила не соблюдаете, мы вам вакцину не дадим. А мы соблюдаем правила, мы соблюдаем, у нас карантин, школы закрыты, предприятия закрыты, ресторан закрыт, даже на веранде ресторан закрыт, понимаете? Но метро открыто, троллейбусы ездят, форточку в троллейбусе, если ты откроешь, тебя задушат. Прямо там в троллейбусе и задушат, рядом с открытой форточкой. Это точно. Так что делать вот прямо сейчас, вот когда мы уже находимся в этом периоде опасного гриппа, и когда, давайте будем откровенны, многих людей вакцины нет. Косит. Да. Вакцин нет.
А что вы можете сделать? Самое опасное — находиться в помещении, где куча народу и нет вентиляции. Если вы в такое помещение попали, вы заболеете 100%. Проветривать помещение, хотя, опять-таки, тема проветривать помещение, Комаровский скажут, вообще же от мира отошел. Тут холодина такая, все закрыто, понимаете, как же мы форточку-то откроем проветривать, мы же вообще тут околеем, понимаете. Да, вот такая у нас жизнь сейчас. Мы вынуждены, то есть любые рекомендации врачебные, они как-то не срабатывают. Да, не мерзните, поддерживайте температурный режим адекватный, увлажняйте помещение, увлажняйте слизистые оболочки носа. Выходите, гуляйте с детьми. Ну, что еще доктор может сказать? Я же похож, привожу эту дурацкую, классическую фразу о том, что мой любимый из врачей писатель Викентий Вересаев там, в 1905 году написал книжку, которая называется «Записки врача». Я ее всем студентам, медикам, всем врачам говорю, что ты хочешь быть врачом, ты должен эту книгу раз в год перечитывать. И там он написал, что я себя плохо чувствую, когда должен прачке с экземой рекомендовать не мочить руки. Когда я должен ломовому извозчику рекомендовать не поднимать тяжести. Хотя понятно, что эти рекомендации никогда не будут выполнены. Вот сплошь и рядом врачей Украины, не меня, врачей Украины загоняют в такую ситуацию, когда мы рекомендуем, что мы можем порекомендовать вам? А? Что мы можем порекомендовать? Гулять на свежем воздухе. Только вы следите, чтобы бомбоубежище было недалеко, да? Чтобы ребенок с дорожки, не дай бог, в лес не зашел. Там же все заминировано в этом лесу. Да? Вот такие рекомендации я должен давать. А они со своей помощью, со своими инвестициями, со своими там, 10-ми, 9-ми, 155-ми пакетами санкций, они считают, что мы можем еще подождать, ничего страшного. Ничего страшного, ребят, все, давайте, куда нам торопиться? Россия прямо сохнет на глазах, Украина жива еще. Ну да, помрет еще там несколько человек. Ну, еще разбомбят, еще что-то. Ну и что? Вы же все равно победите. Ну ладно, умрете еще там кто-то. Неважно, главное результат. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот эти 30 миллиардов лампочек светодиодных, которые нам Урсула фон дер Ляйен пообещала, вместе с миллиардом после энергетического Рамштайна, который наполовину из кредитов, это, наверное, в продолжении темы открытости, откровенности, радушия и вот такой сердечной поддержки Европы воюющей стране, не правда ли? Там точно 30 миллиардов, не миллионов, а то такого количества цоколей в стране нет. Да? Миллиардов, да. Ну, дай им Бог здоровья. Будем вкручивать. Это каждый житель Украины должен вкрутить несколько тысяч лампочек. Неплохо. Ну, ладно. Да, так, собственно говоря, смотрите, что будет замечательно. Эти лампочки будут произведены на заводах, рабочая сила, освоены деньги. Какая прелесть, правда, да? Другой вопрос в том, что нам бы сейчас там Патриот несколько систем лучше, чем 40 миллиардов там лампочек, да, они бы позволили нам, мы потом как-нибудь сами с этими лампочками бы разобрались. Вот, понимаете? Или там наши китайские друзья их бы нам поставили, и они были бы дешевле, чем европейские лампочки. Понимаете? Я же прекрасно примерно понимаю, что есть огромная разница между лампочкой там европейской и лампочкой китайской. Вот когда мне говорят, что нам кто-то поставляет миллиардами лампочки, мне всегда интересно. Понимаете? Логистика этого процесса. Кто их купил, где произвели, где... Потому что промышленность, выпускающая лампочки в Европе, она же реально давным-давно должна была загнуться, потому что китайцы всех. А тут хопа, может нашу промышленность свою поддержать, и Украине помочь, и какое благое дело. Красота. Сплошь и рядом, вот как-то я вижу, что вот эти все разговоры про генераторы, про свет, про лампочки, про энергосберегающие технологии, про инверторы, они которые ведут наши там заморские друзья, они постепенно вытесняют из информационного поля главное. Украинец, украинка, украинский ребенок. Вот это как-то уходит. Вы готовы терпеть? Вы терпите. Вы страдаете, вы умираете, вы болеете. Ничего страшного. Ничего, мы очень переживаем. Мы прямо вот готовы вас согреть теплом своих сердец. Да? А закрыть с системой противовоздушной обороны конкретные станции, теплостанции, это
извините, ну это не. Вдруг они подумают что-то не то и так далее. Ну, пусть они же еще пару сотен ракет изведут. Ну, что ж там торопиться-то? Там же у них еще ракеты остались. Давайте уже, пусть они на вас их изведут. Чем больше на украинцев изведут ракет, тем меньше ракет останется для всех остальных. Так что ж надо быстрее заканчивать все? Еще ж не все ракеты кончатся. Вот когда все ракеты кончатся, вот тогда можно будет и поставить систему противовоздушной обороны. Да. Это логично. Да. То не логично, разве? По мне так очень логично. Только с точки зрения любого жителя Украины это аморально, это цинизм, не прикрытый ничем. Потому что те системы, которые поставляются сейчас, точно должны были быть поставлены 9 месяцев назад. Если Европа и цивилизованный мир принял решение. Мы на стороне добра, мы на стороне Украины. Украине надо помочь в борьбе с агрессором. Ну только, извините, пожалуйста, мы вам руку помощи протягиваем, только вы до этой руки дотянуться не можете, потому что вы в судорогах бьетесь. Вот такая логика. Ну что ж. Нам свои рабы. Да, Евгений Олегович, Зеленский правильно сделал, что предложил, и там не просто предложил, как для красного словца, выступая там на Большой Семерке по видеоконференции, а и позже обговорил с Гутерришем, с ООН. То есть мы слышим, что Зеленский настаивает, чтобы на вот эти объекты энергетические поприсылали европейцев в составе комиссий. Ну, это классная идея, на самом деле, классная. И они прям рванули ехать. Ой, никто не поехал. Да что такое, а вдруг прилетит? Поэтому я же вам интервью на эту тему, я рассказал об этом, ну, еще в феврале. То есть до 1 марта я уже рассказал о том, что абсолютно однозначен тот факт, что жизнь украинца и жизнь европейца, ну, союзного европейца, абсолютно не эквивалентны. Ну, просто абсолютно эквивалентны. Вот и все. Поэтому гибель еще 100 тысяч украинцев, понимаете, не имеет никакого значения по сравнению с тем, что... Главное, чтобы там все выжили. Вот это главное. Поэтому не надо там на станциях сидеть никому. Пусть лучше их еще расхренячат, пусть еще они померзнут полгодика. Ничего, чем больше разрушат, тем больше денег будем осваивать, инвестировать, развивать, перестраивать. Круто, давайте. Главное, чтобы у тех ракеты кончились. Евгений Олегович, уж коли мы так зашли на эту дорожку цинизма, не хотел просить вас прокомментировать, но раз уж в таком настроении, то почему бы и нет. Депутат Российской Госдумы Нилов совершил жуткое кощунственное деяние. Там, начинается как бы череда праздников, предпраздничных утренников. И вот в России утренник для детей-сирот, детей-инвалидов. Елку поставили, там подарки. И вот этот депутат Госдумы берет какую-то открытку из-под елочки и читает, что мальчик Вова очень ждет ракет. Мальчик Вова из Киева. И этот мальчик Вова обязательно дождется ракет. И даже не дожидаясь вот этой маленькой паузы, да, сразу начал, это шутка, давайте не будем, там, сам пошутил, сам посмеялся. Но на самом деле, почему я это вот поднимаю, да, опять эту историю? Потому что, ведь это в головах у них там. Вот у них там в головах, что вот мы ждем ракет, а дождемся с другой стороны, дождемся от них ракет. И это на мероприятии, которое, по большому-то счету, вот вообще не про войну. Детский праздник. Вообще. Вы понимаете, что... Вот смотрите, Саш. У любого публичного человека, известного в России сейчас, обязательно щелкает в мозгах калькулятор, который просчитывает, что будет после того, как все это закончится. А чем и как это закончится, любой нормальный человек понимает. Да, он закончится либо победой Украины с признанием России своего поражения, своей неправоты, с репарациями и так далее. Либо второй вариант – это забор до неба, когда вы просто остались там. Все. Вы просто превратились в огромную Северную Корею, с которой никто, в принципе, не имеет дела. И начнут с вами иметь дело только тогда, когда вы все компенсируете, что вот тут угробили. Да?
То есть и каждый человек понимает такое, что любое им сказанное при развитии событий вот первого варианта, да, без железного занавеса, будет в суде рассматриваться. То есть, какой нормальный человек будет в публичном пространстве говорить такую чушь, которую ему же предъявят 150 тысяч раз, и никакие отмазки, что я был всегда за мир, я был за дружбу, я на самом деле уже не сработают. Ты этими словами все точки над «и» расставил над тобой, над своей судьбой, над своей карьерой. Ты останешься мерзавцем и сволочью до конца своих дней. Да? Вопрос. Есть у человека что-то в голове, если он в такой ситуации, без любых надежд на выигрыш, попытается вот такое озвучить? Нет ничего у него в голове. Он просто элементарно тупой. Вот мы сейчас с тобой пытаемся понять, о чем думал тупой человек. Сильно много чести нам его анализировать. Понимаете, вопрос в том, что никакой другой человек, по-видимому, эволюционно не может вот так вот прийти и стать депутатом и получить вот так вот призы разыгрывать. Понимаешь? Вот это. Поэтому давайте не унижаться сами, не опускаться. Понимаете, все. Мы знаешь, как вот это бегает дворняжка, а мы с тобой анализируем, под какой березкой ей захочется поднять лапу и пописать. Понимаешь? Нахрена нам опускаться? Хочет писать собачка, пусть писает. Нам свои работы. Понимаешь? Не хочешь, чтобы зайцы грызли березки? И езжай в Хельсинки, посмотри. Все березки обмотаны, чтобы зайцы их не грызли. Вот так надо. Профилактика. Да, профилактика. Вы, очень известный в Украине автор программ телевизионных, в том числе программ о медицине. И вот не хочется, язык не поворачивается, как бы, у вашей коллеги вот это сказать, но вот у госпожи Малышевой в программе да так радостно и задорно заспевала украинскую песню, да как назвали этот язык не украинской, а вымирающей кубанской балачкою, что возникает, непраздный вопрос. А что вообще, что вообще должно произойти, чтобы в медицинской программе, популярной, научно-популярной, или как они себя позиционируют, как у Малышевой это все, скажем так, называется, чтобы и ее использовали вот в такой идеологии? Подождите, а как может медицинская программа на Первом канале, да, на центральном государственном, полностью зацикленном на войне и поддержку войны, да, канале быть что-то другое? Как? Более того, я глубоко убежден в том, что там каждая редакция самой любой программы просто обязана сейчас написать отчет или проект, как они будут в своей программе продвигать идеи рашизма и так далее. Они же должны быть на стороне государства в такой ситуации. Да? Собственно, они выбрали себе такой путь. Этот путь был утвержден, понимаете. Давайте мы в медицинской программе потопчемся по украинской мове. Да? И дальше же. Вопрос в том, что я не пойму, почему люди, у которых как бы все на свете есть, которые трудоустроили своих родственников и детей в Америке, построили себе особняки в Америке. Что эти люди не могут просто уехать и не участвовать? Хотя бы не позорить свои седины, да, в этом всем. Как можно? Для меня это просто... Я этого, если честно, не понимаю. Хотя, правда, есть же в медицине такая современная линия, которая определяет правильность, неправильность научных работ. Есть такое понятие доказательная медицина. Это принципы, по которым должна быть выполнена научная работа, клиническое исследование, которое говорит, что человек не выдумал, а реально это лекарство, этот метод, это работает. Это называется принципы доказательной медицины. Оно все построено на четком, на математике, на логике. Это не просто мне помогло это лекарство. Нет. Это я, когда принимал лекарство, я не знал, что я принимаю. Понимаешь? И рядом со мной еще столько-то людей принимали, у которых были другие. Это технологии. Да? И я обратил внимание, что практически все мои друзья медики,
они все сторонники, естественно, доказательной медицины. Ну, то есть у меня не может быть там шарлатана, гомеопата там, и так далее. Это не наши методы. Мы в эти игры не играем, понимаете, и так далее. И вот я могу сказать, что логика и здравый смысл, как типичные явления для доказательной медицины, они работают не только в медицине. Все мои друзья, врачи в России уцелели. Все до одного сохранили ясность ума и в общении со мной говорят, четко понимают, где что, и максимально стараются ни в чем не участвовать, понимаете? Ну вот я это вижу, да. Я практически, я потерял 2 человек. Вот из врачей российских я потерял 2. Остальных я смотрю, иногда вот недавно буквально прошелся по Инстаграму, посмотрел там, большинство людей, просто их нет. Они позакрывали аккаунты, исчезли, их просто нет. Они вообще не хотят, их вообще на территории России уже давно-давно нет. То есть люди, которые знают, что такое логика и здравый смысл, они все закрыли. Малышева очень не дура с медицинских позиций. Она нормальный популяризатор. Ну да, ее заносит. Но иногда там совершенно очевидная джинса в программах. Они там рекламируют всякую херню. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что у нее есть ум. Почему надо становиться на сторону фашизма человеку, который точно за столько лет в телевидении знает, как создается продукт, вот это кал, информационный, уж точно знает прекрасно. И она знает, и все остальные. Не хочу даже марать свой род этими фамилиями. Понимаешь? Да, Евгений Олегович, давайте об Украине все-таки поговорим. И когда мы говорим о свете, об электричестве, которое с перебоями, которое отключают, которым сложно привыкнуть, потому что они не только там плановые, а еще и аварийные, из-за обстрелов в том числе, мы как-то вот пропустили. Неделю назад где-то прошла эта новость о том, что в больницах отменили плановые операции. Отменили. Не до того сейчас, все ждали налетов, ударов, понятно. Но на самом-то деле, вот прошла неделя, вот прошло 2, а проблемы-то накапливаются из-за того, что вот ударили, месяц назад по энергосистеме. Медицина долго будет, вот именно медицина, выдыхать вот эти последствия? Смотрите, Александр, тут же надо учесть, что мы не успели догнать недосделанные плановые операции во время ковида. Тогда же тоже в стационары были карантины, не брали только ургентную хирургию сплошь и рядом, что вас приготовили оперировать, а тут бац, у вашего соседа по палате коронавирус. Все закрыли, распустили и так далее. Поэтому с того времени тоже много накопилось всего. Поэтому, конечно, это актуальнейшая проблема. И я вам хочу сказать, что многие, кто не успеет дотянуть до решения этой проблемы, они сделают там хроническую проблему острой, и их прооперируют, деваться же некуда, да? Давайте примитивно пойдем. Хорошо, вот, Саш, если у вас сейчас раздует щеку и заболит зуб, вы пойдете к стоматологу? Пойдете и будете искать того стоматолога, у которого есть генератор. Правильно? Правильно. Но если у вас отломается кусочек зуба сейчас, вы куда пойдете? Да никуда вы не пойдете с вашим поломанным зубом, если оно не болит. И вот таких поломанных зубов по стране, которые никто никуда не пошел, понимаете, их миллионы, понимаете, этих людей, которые, простите меня, в туалет сходить не могут, потому что геморрой. Они год нормально не могут какать, еще 2 года не покакают, понимаете, пока этот геморрой им прооперируют. Человек не дышит носом, потому что у него хронический гайморит, ему надо операцию делать, он не подышит носом еще 3 года. Вот так это все работает. Но это с геморроем и гайморитом можно еще 3 года погодить, да, а с онкологией куда вы походите, понимаете? Надо операцию, а ее в 3 этапа, а то все, 5-е, 10-е, а химиотерапия. А какая химиотерапия, если, прости, пожалуйста, не работает, электричества нет, да? А вот эти препараты крови, которые надо капать после операции, они где хранятся, расскажи мне? В каких эти холодильники у нас хватает электричества? Вообще можно рожать сейчас, зная, что твой ребенок может оказаться недоношенным, ему понадобится бокс для выхаживания ребенка, а этот бокс-то, у него энергопотребление нормальное, там же и мониторы, и кислород, и электричество, и все остальное. Вообще, давай честно признаемся, мы начали сегодня с тобой беседу, да?
И через 5 минут наша беседа что? Прервалась. А что наша беседа прервалась? Расскажи мне просто. Расскажи всем, что она прервалась. Почему твой генератор сказал глюк? А скажи просто, а что считаешь, у нас в больницах эксперты по генераторам работают сейчас? Или генераторы лучше, да. Намного, да? А во время операции глюк? А когда у тебя наркозный аппарат остановится, и ты будешь мешком дышать пациента? А это как? И нарушится подача газа для наркоза во время операции. Это как? А инсулин где хранится? А вакцины где хранятся? А сыворотки где хранятся? Ой, ребята, сколько проблем. И зима, ну ж замерзнет к чертям собачьим. Вот такие вот дела. Да. Так вопрос же вот в чем. Разговаривать надо. Я сколько раз обращаюсь ко всем. Понимаете? Вот когда наши политики, наши, первые лица страны пытаются объяснить, в каких сложностях живет Украина, то каждому европейцу, я уже 100 раз об этом говорил, я тебе повторю просто, каждому европейцу приходит в головы, вот он пытается это применить. Проверяет, вот я пришел с работы, а у меня нету света, у меня не работает конвектор, я не могу включить кондиционер. Представляешь, ужас какой, микроволновки у меня нету, да, ой-ой-ой, как страшно, мне холодно, мне темно, я не могу зарядить телефон. Да это все херня, ваши телефоны и ваши микроволновки. Другой уровень проблемы, это еще раз говорю, это недоношенный ребенок в боксе, вот это проблема. Пропавшие лекарства, это проблема. И вот это надо им доносить, что каждый раз, когда они попали в объекты инфраструктуры энергетической, они убили столько-то детей, они испортили кучу лекарств. Вот это все. Я не говорю там про миллиардные потери на поломках этой бытовой техники, до которой сейчас никакие гарантии не распространяются. И все будут счастливы потом инвестировать в украинцев, потому что украинцам вдруг понадобится там миллион новых пылесосов, миллион новых холодильников, очень все эти накроются. И весь мир будет счастлив, будут возить нам сюда, продавать. Это рынок же с нуля надо будет заполнять. Вот как круто. Евгений Олегович, но здесь же есть еще одна проблема. Вот насчет там генераторов и там разных аккумуляторов. Все чаще и чаще все там разная география в сообщениях попадается о том, что там аккумулятор гелевый взорвался, там отравились, потому что генератор как-то вот не так выставили, поставили, додумались в какой-то прихожей, да, или как там, в предбаннике в доме выставить. И, как бы люди массово сейчас этим, запасаются, скупают, а пользоваться этим всем и правильно обслуживать этих людей никто не учит. И это действительно, проблема, которая действительно как бы опасна для Украины сейчас, о которой мало кто говорит. Почему? Сань, мы с тобой обсуждали эту проблему, вспомни. Мы же об этом с тобой по-моему, в нашей первой встрече, это было чуть ли не в сентябре месяце, мы рассказывали. Я на эту тему толдычу уже полгода. О том, что куча народу, которые понятия не имеют, как горит огонь, оказались сейчас в деревнях и с печным отоплением. А как оно фурычит, они понятия не имеют. Куча людей первый раз в жизни увидели генератор, для которого генератор, что однофазный, что двухфазный, что трехфазный, что дизельный, что бензиновый. Вот такие глаза у всех, где он должен стоять, как он должен вообще понимать, что ты вообще, я тебе просто скажу, а ты знаешь, что я вот еще ни разу не видел, чтобы генератор, в принципе, продавался вместе с выхлопной трубой. У него там вот такой пиптик, и все. Подразумевается, что люди этот пиптик куда-то должны что-то к нему подключить и куда-то вывести. А кто об этом вообще в курсе? Они его поставили, да и все. Да куча народу не знают, что в него масло не залито. Его надо масло залить перед тем, как начать эксплуатировать. У нас же все думают, что оно как холодильник. Кнопку нажал, оно загудело и дало тебе свету. Понимаешь, и так далее. Да, люди же до сих пор не понимают, что двигатель внутреннего сгорания, в нем есть горение. В нем топливо горит, а для горения нужен кислород. А если кислорода не хватает, потому что нет вентиляции, то это физика, которую надо было ребята в школе, учить, понимаете?
А если в школе вы ни хрена не учили, так возьмите в вашем марафоне вечернем государственном, дайте учителя, который специалист, который учитель, самый лучший школьный учитель физики, который химии, который расскажет, при каких условиях горение сопровождается выработкой угарного газа. И вы, если есть горение, а кислорода не хватает, то в условиях дефицита вентиляции, дефицита кислорода, дефицита пространства, где это горение происходит, будет образовываться угарный газ. Поэтому если вы поставили ваш генератор там, где помещение и нет вентиляции, то все, вы создали специальную машину для производства угарного газа. Ну, хорошо, но если у вас на это все, я просто прекрасно помню, мне не хочется, я показывал эту я уже не знаю, сколько видео я показывал вот эту штуку, которая называется датчик угарного газа. Датчик угарного газа у китайцев стоит там меньше $10. Он реагирует, сразу начинает орать вот так. Понимаешь? То есть он поднимает мертвого, этот датчик. Я поднял эту тему в августе месяце. В августе завод по производству таких датчиков можно было на территории Львова, там где-нибудь в Закарпатье, построить этот завод, и он бы каждому украинцу уже нахренячил вот этих вот датчиков. Или в китайцах можно было закупить миллионами тонн, сняв с них ограничения на въезд, на ввоз, потому что все это было очевидно не потому, что энергоцид, а потому что куча людей выехали в деревни и столкнулись с тем, что надо топить, а они не умеют топить. Ну и дальше что? Просто впечатление такое, обидно, страшно. Я работаю профессиональной Кассандра. Я это все рассказывал полгода назад, что это будет. Да, профессиональная Кассандра. Евгений Комаровский. Как бы это ни прискорбно было, но все-таки всем рекомендую подписаться. Саш, знаешь, что обидно? То, что датчики угарного газа в продаже есть. Это для меня самое обидное. Я тебе объясню почему. Потому что если бы люди понимали, как это важно, у нас бы они должны были стать в дефиците. Генератора они не только есть. Не найдешь, аккумулятора не найдешь. Какой-то... датчики угарного газа есть. Да, а датчики угарного газа есть. Друзья, подпишитесь, пожалуйста. Ты можешь мне объяснить, извини, Саша, почему в Польше, в любой стране Европы, куда мы идем, просто нельзя повесить газовый котел, нельзя поставить генератор, его никто не введет в эксплуатацию, если рядом с ним не висит датчик угарного газа. Этого просто нельзя. Понимаешь? Не знаю как, а у нас можно. Так что, сколько надо времени ради принять закон? Сколько? Или не до того опять? Ну, они другие вещи принимают, да, за законы. Друзья, подпишитесь на Евгения Комаровского. Ссылка будет в описании, будет отмечен Евгений Олегович как пользователь YouTube. Переходите, подписывайтесь, получайте полезную информацию. Всех призываю подписаться на мой канал тоже, поставить лайк этому видео, написать свой комментарий. Евгений Олегович, чтобы, каким-то образом, скажем так, поставить 3 точки одновременно, да, и как бы закончить нашу сегодняшнюю беседу, у всех тревога по поводу, скажем так, праздников, да, по поводу новогодних праздников. И к традиционным советам, как год назад, да, все как не перепить, да, на праздники, добавляются совершенно другие советы и даже выбрасывают предыдущие прошлогодние советы, как провести эти праздники. И в принципе, много кто и праздновать не будет, потому что елки украшают, собственно, без гирлянд, да и иллюминации, о какой иллюминации может идти речь в такие-то дни и в такие-то новогодние праздники. А тут еще и ждут... А фейерверков в Украине не будет лет 20, наверное, это ближайших. Да. То есть есть какое-то ожидание тревоги, да, что с нами произойдет. Потому что 30 декабря, СССР, годовщина, а жахнет Путин. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас действительно ситуация тяжелая. И что бы доктор Комаровский сказал, посоветовал, да, как подойти к этим праздникам, которые близятся? Новый год — это всегда был праздник для избранных. Мы проводили всегда Новый год только с самыми близкими. Это самый теплый, самый добрый, самый семейный праздник. И мне даже что-то кажется, что по моему детству даже
не столько Новый год, сколько подготовка к Новому году была самой вот главной изюминкой. Когда приходил папа с работы, притаскивал елку, потом вся семья ее наряжала, обсуждали, что мы будем есть и так далее, и так далее. Знаете, первое, конечно, если у вас будет такая возможность, обязательно скажите всем, кого вы любите, что вы их любите, и проведите это время вместе с ними. Просто побудьте вместе, в тепле. Я бы и вам искренне посоветовал постараться на этот вечер забыть про мобильные телефоны. И поговорить друг с другом, узнать, что вы хотите. И мой главный совет – понимать, что для того, чтобы уцелеть психологически, нам всем надо строить планы на будущее. Возьмите большой белый лист бумаги, а лучше хотите 3 точки, давайте 3 листа бумаги. И начинайте там писать все, что вы хотите, стратегически и тактически. Что вы сделаете весной? Что вы сделаете летом? Что вы сделаете после победы? Вот что бы вам хотелось? Напишите все свои планы. И перечитывайте эти планы каждый день. Узнайте, что хотят ваши близкие. Не воруйте чужие планы, свои придумывайте. То, что хочется именно вам. Пишите независимо друг от друга. И если у всех членов семьи план совпадет, вы сделаете все, чтобы это таки было, понимаете? Короче говоря, забудьте про негативную информацию. Забудьте. И обязательно послушайте президента. Обязательно. Желательно в прямом эфире. Вот тогда надо будет включить и послушать. И сделать правильные выводы. Это очень важно. Понимать, что мы все вместе, что мы тримаемся, что мы єднаємося, что у нас есть одна глобальная задача – дождаться победы и уцелеть. И каждый должен сделать все, что он может для того, чтобы окружающие его уцелели и дождались. Вот это важно. И объединяться на основе любви друг к другу и любви к Украине. Это главное. Вот, собственно говоря, расставить точки над «и», понимать, что бы ни вякала эта мерзость, что бы они ни говорили, что бы они ни рассказывали, мы все равно победим, понимаете? Да, скорее всего, цена будет расти. Она каждым днем, цена победы растет. Но и вкус победы меняется. Вот, знаете, это как, когда вот вам жажда только к вам пришла, а вот и колодец. Понимаете? А тут жажда пришла, а до колодца еще идти. Тем вкуснее вода, тем слаще. Тем больше выпьем воды. Да. Евгений Комаровский был моим собеседником сегодня. Спасибо вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо. Удачи всем. Тримаємося та єднаємося. Слава Украине. Героям слава, друзья. Берегите себя. Всем добра и света. Удачи.